Смотреть город Рио-де-Жанейро безопасно из окна автомобиля или сверху, с какой-нибудь горы, чем мы, собственно говоря, в этот день и занялись. Так, ну кто хотел? Кто хотел Остапа Бендера? Пожалуйста. Есть. С этой стороны. Пляж. И Остап Бендер. Подкрашенный, но наш Остап Бендер. Транспорт общественный, или они пешком сюда? Нет, если у тебя нет машины, то здесь есть один автобус, он ходит один раз в час. Удобно. И в другой команде, сейчас я вам покажу, есть трамвай. Жители, которые живут, они пользуются бесплатно, а туристы 20 филиалов кататься на трамвайчике. Когда-то это был весьма респектабельный район, местный Монмартр. Здесь жили художники, поэты. А потом рядом появилась фавела. И это вид на фавелу, которая называется «Скала удовольствия». Вот так она выглядит. Чижукский парк. Поднимаемся наверх. Едем на гору Корковадо, к статуе Христа. Народу много, это самое туристическое такое место. Пересесть на местный автобусик, который довозит до верха. Мы уже на высоте 710 метров. Большой видится на расстоянии. Вблизи всего не охватишь. Рио, Рио. Рио, Рио. Слова не выучила еще пока. И сахарная голова. Ну вот еще парадного кадра. Вот это вот наша Копакабана. Вон там мыс, где мы встречали закат. И вон там Ипанема. С этой стороны. Вот это тот самый стадион. Чаша Маракана. Как правильно, не знаю. Это и есть часовенка. Вот сейчас там идут крестины. Проходит служба. Вон батюшка, отец, как его так падре, держал ребенка. Озеро в виде сердца. Ипподром. И за ипподромом ботанический сад. Сейчас видно пальмовая аллея. Вот обзорная площадка Санта-Мартино. Отсюда видна и сахарная голова. И вон там кусочек Копакабаны. Ипанема. Вот это озеро в виде сердечка. И отсюда открывается хороший вид на Христа на горе. Вот он. Еще одна обзорная площадка. Там же рядышком. Ну, понятно, здесь сплошные фотосессии. Еще раз сахарная голова.
Мы практически в старом городе, в его историческом центре, но прогулки здесь пешие тоже не рекомендуются. Ну вот, роль одного человека в истории города взял и сделал вот такой арт-объект. Вот эти маленькие изразцы ему уже привозили, когда лестница стала известна. Сейчас его уже с ворон этого в живых нет. Из Москвы. Ага. Agora paga R$5 cada um. Он умер здесь же на лестнице, хотя говорят, что его убили наркоманы, которые облюбовали это место. А еще мы приехали к кафедральному собору. Вот это он, к слову. Построен в 1977 году, и это кафедраль. Перед церковью, конечно же, колокольня. Вот это колокольня. Ну и прицерковная площадь. Вот так это выглядит внутри. Ну, не ангар, конечно, но здание своеобразное. Витражи есть. Вот, пожалуйста, всего 2 месяца стоит в Рио-де-Жанейро этот памятник. Мы практически первые посетители. Памятник Делинсгаузену. Практически в центре Рио-де-Жанейро. На фоне сахарной головы. И с видом на Христа на горе. Вот. И чтобы прям уж совсем не сомневались, пожалуйста, панорамка. И вон там у нас на горе Христос. Пожалуйста, все на месте. Едем на Сахарную голову. Можно только на фуникулере. Может, конечно, не такси, но в такой кабинке мы поедем. Памятник, который в центре, это жертвам войны Парагвая. Площадь генерала Тибурция. Высшего офицерского состава. Встречный вагончик. Первая станция, она называется Гора Урка. Теперь мы едем дальше на следующем фуникулере уже на Сахарную голову. Как на фуникулере туда добраться нельзя. Никак. Альпинисты могут еще по отвесным стенам. Но мы не они. Просто кусок камня цельный. Откуда взялся, почему стоит, непонятно. Классический. На Капакабану, на бухточке, на океан. Площадки в другую сторону тоже есть. И вот такие виды с этой стороны. Такая стратегическая точка — это Сахарная голова все-таки. Не статуя Христа, а именно Сахарная голова. Ну вот еще немножечко с кабинкой, которая поднимается сюда, и статуя Христа. А, приземлился, да. Было лобное место. Здесь вообще казни как таковых не было. Ну, конечно, вот... Идем в библиотеку. Здесь Дон Хуан собрал все, что вывез из Португалии от Наполеона. Поэтому она считается очень ценной в Рио-де-Жанейро. Сертификат. И идем в эту самую библиотеку Хуана. Ну, типичная португальская библиотека, как в Порту.
представляет из себя вот такое здание абсолютно в свободном доступе. Народ пользуется ею как библиотекой, но большинство, конечно, здесь туристов. Вот такие лесенки, по которым люди поднимаются туда. Да, красивая достопримечательность, но мало ценится местными. А это все туристы, которые приехали посмотреть на библиотеку. Здесь выставлены фолианты времен как раз Бонапарта, до Бонапарта. Ну, решили, что здесь будет все более сохранно. Вообще, конечно, с ума сойти, ни охраны, ничего. Главное, чтобы сертификат был. И здесь можно посидеть, вот так полистать любую книжку. Ну, конечно, оформите там читательский билет. Да, вот они, прям рукой достать. Старинные издания. А здесь лежит книга с надписями, подписями тех, кто приходил в эту библиотеку. Всякие знаменитости. И такая красота в не очень благополучном районе. Вот такие обшарпанные домики. И вот эта библиотека. Вот вся Копакабана от края до края. А с этой стороны форт. И здесь, в этом углу Копакабаны, стоит памятник вот с гитарой автору песни «Девочка из Ипанемы». Почему не на Ипанеме, непонятно, но стоит вот здесь, на Копакабане. Найден квест «Найди почту» в Рио-де-Жанейро. Почта была найдена, но марок там нет. А это вот так они обезопасивают свои подъезды. То есть стоят такие металлические штуки. И войти туда можно, открыв сначала одну дверь, потом, соответственно, дверь подъезда. Вообще магазинчики все здесь есть. Присутствует даже Уникло, Цеунтам, ну и все мировые сети. Вот эта вот улица идет параллельно набережной. Ну, здесь тоже чистенько и безопасно, но не так, как на набережной. Здесь уже в основном ходят местные. Ну, не только ходят, иногда и лежат, просто отдыхают. С часами, с одеждой, с телефонами, просто лежат и все. Мусор на улице неимоверный. Вот лежит человек, отдыхает. Тротуары жуткие. Если бы это было в Москве, народ просто разорался бы. Вот еще отдыхающий человечек. Машины не пропускают пешеходов ни на переходе, ни на зеленом свете. Вообще никак. Так что с каждым путешествием убеждаешься, что Москва лучший город на земле. Ну и вообще города России. Повсеместно. В магазинах. И такие, как бы, мне кажется, на танке не свезешь их. Общественный транспорт есть. Остановки присутствуют. На метро не ездили, на общественном транспорте тоже. Передвигались на такси. Такой. Вроде как есть тротуар, но такие тенистые улочки туда ведут. Там есть своя домашняя фавела. А в эту сторону, если мы посмотрим, в этой стране будет море и пляж. Вон он там. Так что далеко от пляжа я не забиралась.